Ну что, друзья, приближаюсь к New Way Hall. Здесь уже очень много людей, которые встречают звезд на репетицию. Вот, пожалуйста, Иосиф Пригожин подъехал. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В кадре ночной Сочи мы находимся на набережной Черного моря. В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Мы здесь не просто так. Мы знаем, что Игорь Яковлевич любит купаться по ночам. Вот. А у нас с собой камера. Да не, на самом деле просто мы выбрали это место, потому что здесь очень приятная атмосфера, хороший морской воздух, а это полезно для того, чтобы голова лучше работала. Да, ведь впереди бессонная ночь монтажа. Ну а если серьезно, предлагаю начать наш рассказ с того момента, что сегодня нам удалось побывать на закулисье. Мы видели, как артисты репетируют свои выступления и номера на сегодняшнем вечернем концерте. Я надеюсь, что все вы были на нашем стриме. Так вот, я видел огромное количество популярных звезд российской эстрады, которые готовились к тому, чтобы презентовать свои новые песни, потому что, как вы знаете, сегодня был день премьер. Также мне удалось понаблюдать работу главного режиссера фестиваля «Новая волна» Александра Ревзина. Очень интересный человек. Мне даже захотелось сделать про него отдельный фильм. Насколько вот его работа важна, ведь весь его процесс как раз проходит на репетиции, а когда мы смотрим шоу, его уже не видно. То есть основная его работа как раз происходит в тот момент, когда мы этого не видим. Саша, я тебе давно говорил, что Ревзин там самый главный человек, и он отвечает за все, и за то, как ставятся номера, и даже он выходит на сцену и вот так вот ставит: вот ты сюда встань, ты сюда, ты говори так, нет, лучше скажи по-другому, потом, а что вы там петь начали, надо вам выйти сюда и здесь петь, потом сколько секунд будет занимать перестановка элементов на сцене, чтобы там между песнями как-то закрыть паузу, потом спрашивает, сколько у нас просмотров, одновременно еще куда-то звонит, в общем, вся новая волна держится на широких плечах Александра Ревзина. Но самое главное, Вань, что ты правильно сказал, что его слушаются артисты. Вот прям беспрекословно. Вот что сказал Александр Ревзин, так они и сделали. Я одну из репетиций смотрел, трансляцию, и там вышла ведущая. Как же ее зовут-то? Я забыл. Олимпиада, может быть? Нет. В общем, и она там что-то сказала, а он такой говорит: так, все, уберите ее со сцены, иди учи текст, иди читай текст. Понимаешь? И, кстати, я узнал, оказывается, о том, что весь текст ведущих дублируется на суфлере, который находится на задней стенке зала. И в прямой трансляции я обязательно вам этот фрагмент показал. Ваня, что хочешь сказать? Так, и я могу. Это вообще получается довольно легко. Но с другой стороны, ты представляешь, выходишь, и перед тобой 3000 человек, и там могут и эти буквы поплыть, и можешь вот так начать разговаривать. Но вообще круто. Мне понравилось, как организована новая волна, мне понравилось, как готовятся артисты, мне понравилось, что это все показывают. Вань, ну и самое главное, мы также должны сказать нашим друзьям, они волновались, будет ли трансляция. Многие писали нам в Инстаграм, на наш номер WhatsApp. Куда вы пропали? Куда вы пропали, когда начнется? И мы должны рассказать, что мы делали. А что мы делали? Мы были на красной дорожке, Вань, и собирали автографы звезд. Да, мы были на красной дорожке, собирали автографы звезд, и, наконец-то, у нас состоялась очень долгожданная встреча с Димашем Кудайбергеном, и он сказал даже пару слов для нас. Это было очень круто, волнительно, и а сейчас уже очень приятно пересматривать эти моменты. Да, друзья, встреча была короткой, но очень приятной. У нас канал Алга Петербург, ваши поклонники, если передадите привет, будет круто. Я запишу. Давайте. Большой привет всем Tears. Люблю вас очень сильно. Желаю удачи в вашем канале. Спасибо.
Так что, Саша, встреча была очень долгожданной, но очень полезной, потому что мне кажется, что вот такое пожелание удачи, это обозначает, что, кажется, Димаш Канатович нам бота дал. Вот я тоже хотел его переспросить. Димаш, скажите, пожалуйста, удачи или бота? Ну, в общем, в любом случае, выводы вы делаете сами. А мы продолжим рассказ, ведь... Подожди. Но если вам, друзьям же, наверное, интересно, как вообще прошла встреча, что там происходило, как Димаш там появился, кто там еще был, кого мы там смогли заснять. Друзья, это все на Эхо Питера уже в доступе. Я думаю, что многие посмотрели, но если нет, ссылка сейчас появится на экране. Ну что ж, а дальше, как вы знаете, началась прямая трансляция, где мы показывали концерт звезд, которые пели абсолютно новые, доселе невиданные, неслышанные песни в надежде на то, что когда-нибудь они станут хитами. Ну и, разумеется, главную песню ждали Дерз, ждали поклонники Димаша Кудайбергена, и она состоялась. Вань, что ты можешь сказать, какие комментарии были, когда вы слушали эту песню? Звук, интернет. Саша, не дергай камерой. Саша, пожалуйста. Вот такие вот были примерно комментарии. И ничего про песню, да? Ну, конечно, а какая может быть песня, если был интернет не очень? Но на самом деле, я думаю, что 99% зрителей им понравилось. Были те, которые сказали, что это немного песня не Димаша. Но на самом деле мне очень нравится то, что Димаш выступает в самых разных жанрах. И вот эта вот песня, это песня хит, это песня массовая. Если, например, у него очень много песен, но предыдущая песня «Stranger», она была для аудитории, которая разбирается в музыке. Ценителей. Для ценителей, для настоящих музыкальных гурманов, то вот эта новая песня со словами «Fly Away», это песня, которая более музыкальная, мелодичная, такая повседневная. Ее можно слушать для того, чтобы, например, ездить в машине или там заниматься спортом. Такая она американский хит. Да. И более подробный отзыв об этой песне мы расскажем в стриме завтрашнем. Да, завтра мы с вами, друзья, снова будем встречаться на стриме, на стримах. Поэтому Алга Петербург, Эхо Питера, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы заранее будем вас предупреждать, когда будем выходить в эфир, чтобы вы ничего не пропустили. Ну и, разумеется, Димаш Кудайберген уже по традиции был завален морем цветов, восторженных отзывов, комментариев как от ведущих, так и, разумеется, от самих Дерз, которые выкрикивали ему слова любви и уважения, находясь у сцены. Ну и также нам обязательно нужно сказать о том, что закончился 3-й день конкурса молодых исполнителей «Новая волна». И, Вань, волнительная ночь. Почему? Потому что будут подводиться итоги, и только завтра мы узнаем имена победителей. На самом деле, если бы кто-нибудь из нас умел считать и записывать результаты, то можно было бы понять, кто победил. И мы бы уже сейчас могли примерно понимать, на каких местах оказались фавориты. Но зато я знаю, что точно запомнил, Вань, что в этот раз Филипп Бедросович поставил команде Меца 10 баллов. Ну, конечно. Ну, потому что Филипп Бедросович, он очень уважает Казахстан, и песня была на казахском языке, поэтому, естественно, у него просто не было никаких шансов. Немного меня, конечно, огорчает то, что наши любимчики, наши друзья, команда Меца не получили первое место, это уже стало известно, очевидно. Но ничего страшного не произошло. Это колоссальный опыт, как рассказывали сами ребята. И я думаю, что «Новая волна» так или иначе открыла их по-новому. И для более широкой аудитории. Это хорошая реклама для них. «Новая волна» — это хорошая такая выставка талантов. И то, что они здесь выступили, то, что они сюда попали, это очень хорошо, потому что теперь российская аудитория, которая будет смотреть по телеканалу «Россия-1» их выступления, они наверняка теперь зайдут и на Spotify, и на YouTube, и посмотрят их выступления. И вот уже там, я думаю, что они задержатся надолго. Ну что ж, в любом случае окончательные итоги и результаты мы узнаем завтра, поэтому завтра и будем чествовать победителей. И, кстати, друзья, почему завтра это? Сегодня, Саша? Ну, да. Сегодня. Ну, сегодня, да. Вы же увидите, друзья, это сегодня. И сегодня, друзья, у нас очень много будет интересного. У нас очень крутые планы.
Следите за нашим инстаграм, там все будет в первую очередь. Ну и потом уже мы будем показывать это на нашем канале. Завтра будет круто. Приходите. Сегодня, да? Сегодня. Сегодня будет круто. Завтра будет сегодня. Приходите. Сегодня будет завтра. Ну вот, Да? как-то так. Ну да. ладно. Не, подожди, что ты расстроился? Давай попрощаемся нормально. Вот. Что, Дима же научил. Приезжайте в Казахстан. Нормально, да, тоже. Нет, а еще надо сказать, друзья, вам большой привет. Рахмет Рахмет. и Слушай, Керемет. Вот поэтому мы не Димаш, да? Вот поэтому не Димаш. Вот поэтому, ты хотел сказать, вот поэтому нам до Димаша как до Луны. Да, да. Ну ладно, друзья, пока. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.